Друзья Скорпиона, здравствуйте! В результате референдума, проведенного мной в Телеграме, в Инстаграме, выяснилось, что вы хотите для себя предсказания на апрель вот на этих гигантских картах Таро Кроули. Приготовьтесь услышать пророчество о судьбе. Старейшая ведьма Восточной Европы Ольга Филимонова погадает вам на апрель. Апрель интересен тем, что в нем два новолуния. Представьте, в одном календарном месяце два раза родится Луна. 1 и 30 апреля. Ну, это необычно, это обещает много, потому что с каждой новой Луной родятся новые настроения, планы, родится как бы новая жизнь, и родимся новые мы. Что новолуние это вот как раз всегда, какая-то точка нулевого отсчета в нашей жизни. Поэтому можете начинать новую жизнь как с 1 апреля, что очень логично, да, первый день месяца, первый лунный день, то есть вот так и с 30-го, для тех, кто 1 числа еще не решится, не почувствует себя готовым к новой жизни. Причем 30 апреля это новолуние к нам придет с частным солнечным затмением. Солнечное затмение это такая ситуация на небе, когда Луна от нас Солнце закрывает полностью или частично. В этот раз солнечное затмение случится на оси Телец-Скорпион. Это денежная ось в зодиаке. Соответственно, 30 апреля плюс-минус 3 дня. Вот этот период очень сильно для нас повернет и поменяет область финансов, деньги, заработки, траты, денежная жизнь и так далее. Все станет по-другому после 30 апреля. По-другому, как лучше или хуже, тут уже кому как повезет, или кто чего заслужил. Но деньги поменяются. До этого еще далеко. Итак, для вас вот такие вот гигантские карты Таро Кроули, которые все знают и любят. Дорогие, любимые скорпионы, я вам, прежде чем мы достали карты и углубились в хорошее, не знаю, или нейтральное какое-то предсказание, я вам всем хочу пожелать хорошей, удачной, счастливой или хотя бы спокойной весны и спокойного апреля. Я хочу пожелать вам любви, взаимопонимания и денег побольше. Вы слышали меня, да? Запомните, что это я вам желаю. А что вам расскажут и пообещают карты, тут уже я с себя ответственность слагаю полностью. Это карты, понимаете? Три карты про работу вам расскажут. Раз, два, три. Как красиво, удобно, когда карты большие. Итак, про работу. Все очень-очень серьезно. Два старших аркана, карты башни и звезда. А также туз кубков вам выпадает. И вот этот вот набор, конечно, тревожный. Если бы я здесь делала звук, да, я бы подложила какую-нибудь возбуждающую, знаете, мажорную музыку. Но по пунктам. Карта башни обещает разрушение, прекращение существующего положения дел. Для многих башни это, конечно, конец работы. Конец работы вашей в компании, конец работы самой компании, конец работы отдела или отказ от какого-то направления, например, в бизнесе. Самое неприятное вот из того, что обещает карта, это то, что вот эти разрушения, эти перемены, основное значение это перемена, конечно, да. А самое неприятное то, что эти перемены выглядят или являются слишком спонтанными и противоестественными. То есть, знаете, многие ведь карты в колоде Таро обещают перемены. И старшие, и младшие, кстати, есть такие арканы. Но именно башня, почему ее все так не любят и боятся, она обещает перемены, когда вы говорите, как так-то? Ведь так быть не должно, не может так быть. То есть здесь всегда есть вот этот вот момент чего-то противоестественного. Мы можем предположить, что
С чем можно сравнить? С каким-то стихийным бедствием, например, действие башни, да, например, землетрясение. Это разрушительно, это всегда внезапно, и это максимально несправедливо, да, то есть стихия действует на всех, независимо, там, ты хороший ты или плохой. Вот башня тоже, она такая очень неизбирательная, то есть вот эти перемены в работе и в бизнесе вас ждут независимо от того, хороший вы работник или плохой, заслужили вы этого или нет, ждали вы этого или нет. Если мы говорим даже про увольнение, то это может быть действительно момент, когда вас, например, увольняют, а кого-то, кто сильнее этого, сокращают, да, вас, а кого-то не сокращают того, кто сильнее даже как бы это заслужил. Ну, то есть эмоционально это смятение, это определенный какой-то шок вас ждет. Но рядом две карты значительно лучше. Есть здесь карта звезда. В сочетании с башней она обещает вот как раз разрушенную или проваленную мечту, крупный план. От масштабов ваших планов и ваших, ну, как бы ставок профессиональных и в бизнесе зависит и масштабы вот этого вот провала. То есть мечта какая-то несостоявшаяся здесь идет ваша. Это не план, это именно мечта, то есть провал. Может быть, мечта устроиться на новую работу или как-то эффективно закончить месяц там, или квартал на работе, которая есть. Вместе карты описывают некую, ну, знаете, несостоятельность. Мне кажется, вот это даже, кстати, не так плохо, что вот эти карты вам выпали, потому что ваши реальные дела, вот то, что происходит у вас на работе, в вашем каком-то привычном режиме или с поисками работы, что происходит, эти карты могут даже не затронуть. Они говорят про что-то такое абстрактное, возвышенное, то, что выше вот этой вот повседневной рутины есть. Да? Это, например, вы имеете работу, для примера, да, вот вы, может быть, имеете работу, неплохую, нормальную работу, но все равно есть какие-то идеалистические представления, вы хотите еще лучше, на порядок больше зарплату, какую-то высокую должность, и у вас это в апреле, по крайней мере, вот этот план, новая мечта не состоится, а рухнет, потому что, ну, вообще закроют эту компанию, куда вы так стремились. А зато ваша работа обычная, привычная, никуда не девается. И здесь мы ее даже не видим, карты про нее даже не говорят. То есть, мне кажется, вот такие крупные карты, конечно, обещают много драматических событий и много переживаний, но в то же время что-то постоянное, о чем вы даже не спрашиваете, скорее всего, сохраняется. Вот туз кубков здесь выпадает. Туз кубков — это такая подарочная карта, очень хорошая, особенно в гаданиях на любовь, потому что она описывает очень сильные чувства. Но вот в таком соседстве, видите, вот башня ведет у нас здесь все-таки. И в таком соседстве карты туз кубков оборачивается своей дурной стороной. Он говорит про эмоциональность и несостоятельность вашего плана. То есть про эфемерность происходящего, понимаете? Тоже может быть хорошо. То есть у вас разрушается то, чего и не было, например. Может быть, ту же новую работу или инвестиции в ваш бизнес вам только кто-то обещал. Да, вы мечтали, может быть, ставку на это делали, уже готовились, костюмчик погладили свой самый лучший. А это закончилось, рассыпалось, не состоявшись. То есть, когда вы еще даже, ну, по-настоящему до этого момента не дошли. Вот. Крупную потерю карта обещает. Но, повторюсь, это потеря чего-то, что вы, скорее всего, и не имели, что вы, возможно, придумали.
обещание. Это может быть отмененное какое-то крупное обещание. Да хотя от того же начальника, который вам обещал зарплату повысить. Да, и вот вы, может быть, ждали, он вам в апреле обещал ее повысить, и вы вот и полгода этого ждали, да, а теперь совсем-совсем не дождались, потому что теперь уже точно не до вас, не до повышения зарплаты. По поводу, если вы ищете работу, поиски новой работы, да, боюсь, что нет. Скорее, здесь карты дают такой сценарий, что вы приблизитесь почти к искомому, почти приблизитесь к мечте, к работе своей мечты. И в последний момент, скорее всего, это рассыплется. Дают ли карты советы? Один только совет. Карты все фатальные, они все говорят про фатум, про то, что судьба будет все решать за вас, от ваших усилий ничего не зависит, вы ничего не выбираете. Поэтому, но в таких ситуациях, как известно, надо что делать? Сидеть на месте и спокойно и с благодарностью принимать то, что предлагает судьба. Дальше деньги. Ваша финансовая жизнь, скорпионы. Раз. Два. Три. А зато какие крупные денежные карты выпадают вам. Просто. Так бывает. Знаете, судьба же все-таки, ну и высшие силы, мне кажется, они же добрые на самом деле, и они стремятся быть справедливыми с нами. И вы замечали, да, судьба одной рукой, если что-то отбирает, не дает сбыться какой-то мечте, то другой обязательно что-то подкладывает в порядке компенсации. Так и здесь, видите, про работу, учебу, кстати, если вы не работаете, а учитесь, то вот этот первый абзац, такой долгий, он про учебу был для вас. Вот. А зато с деньгами все супер стабильно и супер хорошо. Десятка пентаклей, девятка пентаклей, карта императрицы. Для денег не бывает лучшего набора. Десятка пентаклей очень изобильная. Она описывает все сверх меры. Как сыр в масле будете кататься. Она описывает коллективные или семейные деньги. Открытие семейного бизнеса, помощь от семьи, наследство, деньги, которые которыми вы можете с кем-то скинуться, как бы сложиться для благого дела, да, для помощи кому-то или для открытия собственного бизнеса какого-то совместного. Девятка пентаклей описывает рядом с десяткой. Видите, вот они вместе подряд легли, и обе денежные, а когда они вместе, они говорят не просто о приходе денег, а о переходе ваших финансов даже в какое-то новое качество. То есть у вас очень упорядочиваются доходы и расходы, очень упорядочиваются. То есть, ну, знаете, все по полочкам. Если вы до этого метались и что-то не могли там сообразить, как вам с долгами рассчитаться или как вам выкрутиться, чтобы все необходимое купить. А тут вот вдруг все дебет с кредитом сходится. Вот правильнее так сказать. По девятке пентаклей сходится дебет с кредитом. То есть закрываются все бюджетные дыры, покупается все необходимое. Ну и карта императрица. Ох, она вообще супер денежная, да? Потому что понятно, что императрицы бедными не бывают. Для женщин-скорпионов императрица — это такой посыл, это предложение ощущать себя не только богатой, но и щедрой. Императрица предполагает траты не только на себя, но и на тех, кто менее обеспечен или даже нуждается. То есть ощущение покоя, достатка, сытости, щедрости, может быть, даже желание распоряжаться. Какой-то императрица описывает право или желание распоряжаться материальными средствами. То есть у вас какой-то даже материальный
статус иной становится, знаете, как будто бы вы были с кем-то вот на равных, ну, по деньгам, а тут вдруг выбиваетесь в императрице. Все обеднели, да, у всех деньги кончились, а у вас остались, потому что вы вовремя сами знаете, что сделали. Ну, каким бы ни было гадание для скорпионов дальше, вот эти денежные радости компенсируют все-все-все. Даже если мы сейчас увидим, например, какие-то провалы в любви, а может и не увидим. Да, следующая тема гадания у меня на любовь. Если вы одинокий скорпион, пожалуйста. Что, пожалуйста? Пожалуйста, пользуйтесь апрелем. Апрель чудесный романтический месяц, который вы начинаете, вот видите, первое новолуние, да, 1 апреля вы встретите еще в шубе, еще на работу в шубе пойдете 1 апреля. А второе новолуние, 30 апреля, уже в шортах на пляж. Вот апрель он такой. За апрель вот он как такой месяц-рубильник, да, какой-то рубильник мы переключаем, выключаем холод окончательно и начинаем, открываем курортный сезон. Ну что про любовь-то карты скажет Скорпион? Давайте посмотрим. Раз. Два. Три. Ну, как всегда, все очень и очень драматично. Все, как вы любите. 8 мечей, карта колесница и карта повешенной. А скорпионы отличаются вот этим вот потребностью все происходящее в жизни драматизировать. Но речь идет, конечно, о классических скорпионах, да, таких, у которых нет в натальной карте каких-то уж очень противоречащих, взаимоисключающих каких-то вещей. Несвободная, давящая 8 мечей вам выпадает. Тут карта колесница. Триумфальная скорее. И опять же несвободная карта повешенной. Видите? Вот, вместе они сошлись. По сути, могут обозначать, это старший аркан, вот это младший, могут обозначать прямо вот одно и то же. Видите? 8 мечей, на ней всегда вот эти предметы, колющие, режущие, сложены в виде решеточки или забора. А иногда рисуют, вот в классических колодах рисуют там человека, который обмотан веревками, бывает бинтами, чем-то там еще. Вот, карта несвобода. И повешенный рядом тоже, видите, ни рукой, ни ногой не может пошевелиться. То есть абсолютная статика. Тут статика и тут статика. Несвобода в любви. И при том, что мы, конечно, говорим, что колхоз дело добровольное, да, что любовь это, конечно, предполагает свободу личности, соблюдение границ бесконечно. На самом деле, часто-причасто, ну вообще почти всегда отношения между мужчиной и женщиной выглядят как большая-большая несвобода. Наверное, мы не умеем просто красиво строить романы, красиво любить. Обязательно друг друга помещаем в какие-то аквариумы, террариумы, селки и клеточки. Вместе, вот видите, карты. А давайте называть вещи своими именами. Я же не с кем-то, да, не с нежными там раками разговариваю, а я же со скорпионами разговариваю, потом своими именами вещи. Ну вот. Любовь как несвобода приходит к вам. Это и на эмоциональном уровне желание выпутаться из манипуляций, например. То есть отношения могут быть абьюзивные, манипулирующие. Причем манипуляции, это же такая история манипуляций, там концов не найдешь. Они всегда взаимные. Редко бывает, что прям вот с одной стороны. Как правило, рыбак рыбака. Вот. И карты вместе могут описывать очень сильную вашу привязанность. Сильную до нездорового, понимаете? Такую вот привязанность к какому-то человеку. Это неплохо на самом деле, потому что именно про такую любовь пишут в книжках. Сердце не свободное. Вот говорят же, мое сердце не свободно. В одной из моих программ «Вопросы-ответы». Помните, я вас учила на примере Скарлетт О'Хара, да, что так нужно всегда говорить. Мое сердце не свободно.
Вот. Карта описывает несвободное сердце. И самое главное, что невозможность поменять ход истории, невозможность поменять ход отношений. Вместе карты, конечно же, описывают и препятствия для любви, которые идут извне. Набор внешних обстоятельств, вынужденная разлука, вынужденная, ну что там еще, дорога, потому что здесь карта колесница есть, да. Причем колесница между этими картами, я ее положила. Получается так, что, видите, это может быть давящие обстоятельства, которые не дают любовную историю вам развивать, потому что есть вот эта вот дорога чья-то, кто-то далеко уезжает, вы разъезжаетесь. В то же время колесница — это карта волнения, особенно вот в таком окружении. Здесь колесница описывает страсть, прям страсть, знаете, такую бурю чувств, такое смятение, прямо страсть, заключенную в селки, в какую-то очень-очень тесную коробочку, понимаете, тут заряд взрывоопасного вещества в гильзе в какой-то. Внутри все бурлит, а наружу ничего не может вырываться. Это могут быть и ваши чувства разные самые, которые вам приходится от партнера скрывать или от мира. Поэтому, ну, мне кажется, все интересно. То есть такой сценарий драматический, но есть о чем говорить. То есть есть масса любовных переживаний, масса, ну, наверное, какого-то философского подхода, что ли, для вас. На некоторые вопросы, связанные с любовью, карты напрямую отвечают «нет». Например, «нет». Если вы спросите, что, например, поменяются ли ваши отношения и выйдут ли на новый уровень, как многие любят спрашивать, мы говорим «нет». А для нового романтического знакомства, конечно, все тоже довольно неоднозначно. Вполне возможно, что карта колесницы такая победоносная, такая стремительная, скорая, она обещает перемены, она обещает вам новые знакомства, но в то же время это знакомство с таким же, вот, опять же, подтекстом несвободы какой-то, и насколько оно вам нужно, насколько оно будет надолго, насколько оно будет конструктивным, правильным для вас. Мы тут вам тоже об этом не скажем сами. Смотрите. И теперь семья, ваша частная приватная жизнь. Дом, семья, родственники, недвижимость, квартира. Что вас ждет на эту тему и к чему вам можно готовиться? Три карты для вашего дома, дорогие скорпионы. Раз, два, три. Девятка кубков счастливая, восьмерка кубков покидающая и десятка кубков, тем более счастливая, вообще изобильная. Интересная, кстати, история расставания, уход, прощание, конец какого-то этапа жизненного, какого-то кусочка вашей личной истории, но при этом максимальное счастье. Это, знаете, когда собираются вот эти вот кубки вместе, это такая картинка, когда вы на перроне, на вокзале провожаете, например, выросшего ребенка учиться куда-нибудь далеко-далеко за границу. И вам прощаться ужасно, невыносимо грустно. У вас слезы текут рекой, да, и при этом вы, видите, страшно счастливы, испытываете счастье, гордость за ребенка, за себя, за то, что вы
его вырастили, выучили, что у вас терпения, денег хватило на это. То есть все сразу. Это то, что называется смешанные чувства. Но чувства, потому что это же кубки, это самая чувственная, это самая эмоциональная масть, которая есть вообще во всем Таро. То есть по месту жительства дома скорпионов ждут именно эмоции. Ужасно радостные, где вы прыгаете до потолка и прям вот наслаждаетесь жизнью. Кстати, о наслаждениях девятка кубков очень-очень часто обещает праздники такие буквальные, ну, знаете, застолья. Вот. И в то же время расставание, прощание, какие-то проводы в буквальном смысле в аэропорт, там, например, или на вокзал, отказ от каких-то прежних планов, при этом встречание новых. Карта очень коллективная, карта очень семейная. Поэтому в первую очередь, скорпионы, не планируйте отсидеться дома, как-то в одиночестве, одиночных каких-то переживаний и вообще истории или приключений, скорее всего, даже и не будет, потому что здесь вокруг вас все люди. Кто-то приезжает, кто-то уезжает. Наплыв родственников, например, может быть. Много наехало родственников. А может, не наехали, может, новые появились. То есть здесь такая семейная тема, это и появление новых людей дома, и слияние двух семей, может быть. Здесь и как проявление всеобщей такой коллективной семейной любви есть, так и отказ от чего-то, то есть грустные мысли или грустные разговоры, возможно, придется кого-то утешать. Но, тем не менее, такая очень-очень насыщенная сердечная жизнь вас ждет по месту жительства. Отличные поводы, например, чтобы помириться с семьей, с какими-то родственниками, даже дальними и противными. Вот. И в то же время здесь есть повод как будто бы с кем-то распрощаться и с кем-то и как бы разъехаться. Ну что ж, дорогие скорпионы, я благодарю вас за то, что посмотрели это видео и желаю вам блестящего апреля. Увидимся!